Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление прошлым. В данной теме я показывал, каким образом, используя информацию прошлого, совершать управление текущими, будущими событиями, а также, вообще говоря, конкретно осуществлять управление прошлыми событиями. Например, при некоторых заболеваниях часто технология управления информацией с учетом перспективы развития, например, прогнозных характеристик, это управление информацией прошлого. Поэтому получается, что управление прошлым – это как таковое управление с точки зрения выравнивания каких-то аспектов прошлого развития. Потом управление прямое, то есть прямое управление информацией прошлого, где есть возможность рассмотреть такую же специфику, что ли, действия или там реальности, когда Бог, например, делает управление с точки зрения связи там прошлого и будущего, то часто аспект прошлого для него это есть информация, которая как бы проецируется как структура, в том числе отдаленного будущего. Если с точки зрения Бога, что отдаленное будущее, вот в проективной части, да, что действие, например, углубленного какого-то отдаленного прошлого, часто это одна и та же линия, геометрическая по расстоянию. Вот. Ведь если абстрагироваться от понятия времени, то получается понятие расстояния. И здесь, если рассмотреть, как воспринимает человек, то по аналогии с тем, как воспринимает Бог, здесь получается, что мы видим понятие расстояния как структуру, в общем-то, расширения структуры восприятия. То есть насколько человек расширил восприятие и проследил эту динамику, так и будет расстояние. То есть замер расстояния происходит не, например, сантиметрами и не временем, а замер происходит просто движением некого участка света, да? И вот насколько длиннее свет будет двигаться, настолько дальше расстояние. Визуализация. Если мы не рассматриваем время, то тогда получается, что чтобы определить, где прошлое, а где будущее, мы должны работать с точки зрения принципов именно синхронности. То есть в будущем любую информацию можно видоизменить к лучшему. Тогда получается, что по аналогии мы можем к лучшему изменить прошлое. Вопрос только, зачем нам менять, например, прошлое, да? Тогда получается, что здесь технологически мы должны очень четко фиксироваться в фазе реального времени все время. Вот при работе с этой технологией очень важно осознавать этот промежуточный звеньевой центр, который характеризует текущее время. И вот текущее время здесь является практически определяющей координатой. То есть время фактически начинает скручиваться, сворачиваться в систему пространства. Здесь переход очень четкий. На определенном уровне информация воспринимается как информация времени, чуть глубже, причем линейно это видно, видно, что это время. Значит, в таком чистом, что ли, виде, в виде чистой субстанции, то есть даже не в динамике. А если идти в корень этой информации, ближе к человеку и дальше видна некая такая развитие информации, то получается, что это пространство. То есть пространство выделено как, в общем-то, чистая субстанция, как некое зерно информации. И получается, что здесь, в этой системе, работать, все-таки прошлое это система временная для, например, управленца, для воспринимающего. А когда мы имеем в виду пространство интегрированное, то возникает задача опять-таки роста пространства. И вот по характеристикам роста пространства можем понять, о чем идет речь, да? Либо о прошлом, либо о будущем или о текущем времени. И учитывая, что пространство все время находится в текущем времени, только так мы можем определить структуру управления, например, прошлым. Тогда получается, что именно в технологиях управления прошлым мы можем очень четко сказать, где есть текущая координата. С точки зрения будущих процессов, любой другой процесс, он в принципе является, через секунду это некая координата будущего, и она постоянно меняется. С одной стороны событие нарастает, с другой стороны мы приближаемся к каким-то непосредственно близким событиям. То есть будущее время это все-таки динамическая структура достаточно. А прошлое мы можем зафиксировать интервал час назад и взять этот период и считать, да, вот прошлое, оно всегда фиксировано. Получается, что мы
работая с прошлым, имеем сходную характеристику. Даже бесконечное прошлое — это фиксированная величина, вот определенная как бы масса информации — это конкретный интервал. Например, мы считаем, есть бесконечное прошлое от минус бесконечности до какого-то там времени, например, текущего. Это уже фиксированная величина. И поэтому она постоянно соприкасается с текущим временем. Вот мы как элемент индикации имеем текущее время. Поэтому, исходя из этого, если, например, мы строим тело человека, ну там, реализовываем свое собственное тело, да, в информации, как вот делает Бог, он же работает вне времени, значит, у него получается реализация тела, это аспект динамики, то есть взаимодействия с какой-то информацией. И получается, что здесь, реализовывая, например, с информацией текущего времени, мы переводим тело в текущую координату. То есть получается, мы с точки зрения сознания все время тело двигаем в текущей координате. То есть за счет управления мы держим его все время как бы в текущем времени. И исходя из этого, например, чтобы излечиться от заболевания какого-то, надо, если заболевание есть, да, если нет заболевания, и вообще надо делать управление, что изначально все-таки заболевания нет у человека, и в случае, если при управлении человек не успевает там проделать управление такое, что заболевание исчезает, если где-то информативно оно проявляется, только тогда речь идет о заболевании. Даже при постановке первичного диагноза там человеку сразу делается управление, что к моменту там начала беседы заболевание должно исчезнуть как бы. Хотя есть, например, листы некие диагностические. Вот здесь тогда возникает задача действительно управления прошлыми событиями. То есть лист должен быть, ну, как бы пустой, да? Диагноз не должен существовать в текущее время. И получается, что, ну, это не обязательно только диагноз, это может быть какое-то событие там отрицательное, которое нужно исправить к моменту там действия. То есть в этой технологии управления через прошлое время важно увидеть, что мы можем с этой технологией действовать практически таким образом. Вот кто-то обращается, например, к вам там, с целью там, то, что вы должны оказать какую-то помощь, или вы сами обратили внимание, что нужно проуправлять где-то, то можно, невзирая на любые координаты прошлого, сделать управление и получить, например, текущую задачу. Ну, например, если там речь идет о том, что может взорваться там, АЭС по тому, что в документации какие-то проблемы, нам придется исправить, да, это прошлое, чтобы она не взорвалась. То есть у нас нет выбора, получается, здесь мы должны работать с документацией. То есть менять технологический цикл, а это значит ввязываться в структуру всех прошлых событий этой станции, например, да. И получается, что, ну, по аналогии речь идет о том, что это же относится и, в общем-то, к людям, там, к событиям и так далее. То есть управление прошлым часто это все-таки необходимая величина, которая говорит о том, что мы должны там исправить структуру уже в прошлом событии. Например, там, диагноз неверный, да? Самый простой вариант. Если там, ну, человек не имеет там какого-то проблемного диагноза. Второй вариант по АЭС, что что-то на уровне прошлых событий было не то, и неправильно представлена информация, не все так как бы проблемно, и нет никакой трагедии и так далее. То есть к моменту того, что вы получаете первичную информацию, потом делаете управление, вы, значит, как бы управляете в том числе тем, что в будущем получается так, что это была некая неувязка, как будто бы, хотя могут быть очень жесткие протоколы, там, фиксированные, ну, там, конкретные случаи в авиационной среде, там, был одна из моих практик управления, что, значит, пришлось сделать управление, когда пришла информация о том, что определенная плата достаточно ответственная, как бы, она вышла из строя, там, пожар, пришлось сделать управление, что это не так, например, да, то, что там нарушилась координация, ну, именно координатная система в движении летательного объекта именно. И получается, что здесь, ну, это обычный пассажирский самолет, значит, и получается, что здесь, несмотря на то, что сам ответственность есть, который пишет присутствие платы или отсутствие, например, как, ну, как бы работоспособность данной платы, пришлось эту плату фактически восстановить, и потом самописец показал отсутствие платы, то есть сгорела она плата. А потом, когда уже самолет приземлился, плата оказалась целой. То есть получается, что хотя существуют жесткие средства объективизации событий, да, например, прошлых событий, все равно в некоторых случаях нужно для спасения людей исправлять структуру, даже если она там жестко фиксируется. И получается, что исходя из этого,
мы должны выработать механизм, прежде всего, адаптации к системе коллективного сознания вот этих действий. То есть для спасения человека, например, плата должна быть, значит, неважно, пишет самописец или не пишет, она должна существовать. Как потом объяснить факт возникновения сгоревшей платы? Причем, когда осмотрели место, там действительно было видно место от пожара, но по самописцу плата при таком пожаре она должна была сгореть по физическим законам. Самописец показывал, что она сгорела в определенный промежуток времени, а когда самолет прилетел, она целая, например, да? То есть некое нелогическое событие, но нет логики как бы и нет обоснования. То есть, теоретически можно предположить, что кто-то мог взять и прикрутить эту плату, но она крепится только в заводских условиях, то есть тоже нельзя это сделать. И получается, что события, в общем-то, такого плана, что в технических системах все очень просто, но прилетел самолет, и хорошо. Там сменили блок, поставили новый, и эта история как бы осталась только как история управления. Да? Значит, в случае лечения заболеваний и того проще, потому что организм человека способен там быстро самовосстанавливаться. То есть нет проблем, диагноз не существовал, например. А в случае каких-то сложных ситуаций, когда из ситуации человек выходит с пользой для других, для себя, и ситуация нормируется, как правило, детали связаны с тем, что есть некие нелогические системы. Это, в общем, мало обычно кого-то интересует. То есть в системах созидательных управление прошлого какого-то аспекта, как правило, это могут говорить, что это была нестыковка, это некое несовпадение событий, или вообще никак не обосновывать. Некое действие произошло и все. То есть поэтому в адаптации к коллективному сознанию здесь, собственно говоря, часто не нужно встраиваться в эту систему очень жестко, рассматривать, что в коллективном сознании заложено с точки зрения логики или детерминированности событий, а достаточно человека спасти, или систему спасти, и все. И как это будет потом объясняться, это уже другой вариант. Поэтому в большей степени управление прошлым касается структуры будущих событий. Отслеживать не реагентную функцию коллективного сознания следует в этой технологии в большей степени. Хотя иногда есть смысл как-то проуправлять, чтобы логика событий была более сбалансированной. То есть добавить вариант случайности, величины и так далее. И, значит, когда мы рассматриваем будущее событие, здесь уже идет влияние этого управления. Здесь можно четко проследить, что если вы рассматриваете привязку линии прошлого, например, к вам, к вашему организму, к вашим событиям, и начинаете работать, прослеживая реакцию впереди, а такая технология достаточно линейная, она очень проста в том, что не надо вариантов никаких выбирать. Линия прошлого — это одна линия, она совершенно четко оптически проявлена. Линия будущего, опять же, это в данном случае имеет очень такую несколько своеобразную связь. В структуру будущего вы приходите от текущего времени и от прошлого времени. И основной маршрут здесь, когда вы тянете линию управления с прошлого, то есть что есть вариация прошлого, вы меняете ту координатную точку опорную, то есть ваш элемент сознания, который должен менять структуру прошлого, он жестко замкнут в системе контроля за будущим событием. Тогда, получается, меняя координату прошлого, вы четко понимаете, как это влияет на будущее. И учитывая, что двигать приходится очень часто большими массивами, потому что информация прошлого, она более концентрированная информация. И свойства информации передаются в будущую структуру. Захват информации, свечение происходит. Если вы элементом сознания прикоснулись к структуре прошлого, а дальше вы переходите в структуру будущего, динамичная информация будущего становится загруженной, уплотненной и так далее. И тогда, получается, здесь надо четко понимать, что вы в будущее переносите очень много текущего состояния. Выглядит как захват такой светофотонной среды. Некая эмиссия такая электронов, виден даже этот некий такой шлейф, как у кометы бывает, световой. То есть получается, что когда вы учитесь распределять эту информацию, основная задача, чтобы эти элементы фотонные, некий шлейф, да, чтобы каждый из них имел координаты. Если вы достигаете, а это надо обязательно с этой техники достичь, это несложно, надо просто, сделав управление, получив информацию, которая вам нужна, например, отследить, где каждый из фотонов. Просто все.
в эту область, я вот прям рукой показываю, это похоже на там, разорванный так, треугольник. Почему разорван? Потому что динамическая линия управления это в такой в линейной системе из прошлого в будущую координату, это непроявленная линия, она часто не имеет четких координат, но именно структура отсутствия прямых связей там, точек управления вы видите ближе к человеку. Вот, например, с точки зрения логики человек все бесконечное пространство воспринимает как монолитное пространство. Или, по крайней мере, оно его не очень касается, и оно связано как неким общим планом. Чем ближе, тем дискретнее становится мир. Предметы возникают и так далее. И получается, что здесь вот аналогия вот примерно такая, что хотя разрыв это в системе удаленного управления, а не в той координатной системе, которая идет от бесконечности, такой вот на физическом уровне, да, логическом, а проявляется в оптике он, наоборот, в действии от человека. Потому что человек свободно может принять любое решение, даже если он тянет информацию прошлого и как-то варьирует будущее, он имеет право здесь принять любое решение, тогда информация вся как бы сменится. Вот. Получается, что в этой системе очень, ну, может быть, неким нагрузочным своеобразным фактором является необходимость контроля за многими системами. То есть дискретная линия свободы решений, которая всегда есть у человека. То есть при любом управлении человек всегда может вывести мгновенно на норму за счет третьих как бы, технологий. И получается, что когда вы ведете эту линию управления, ну, например, там, в лечении заболеваний, часто эта технология требует времени, что, например, недопустимо там, при быстром лечении. Это, как правило, смещение очень большого массива событий, и при смещении, ведь заболевание это некая там, информация, которая взаимодействует со всем окружающим миром, и смещение даже большого массива не всегда эффективно. То есть поэтому эта технология больше определена для того, чтобы менять какие-то как бы стратегические часто системы будущего в контрольном варианте и ну, как на неком эспандере там можно некий тренинг делать с точки зрения работы в жесткой координатной системе, где очень четко видны линии, то есть там можно очень быстро научиться распознавать оптику этого явления, потому что она практически не меняется, и эти линии все время в одном и том же месте находятся. В зависимости от времени прошлого, тем не менее, сама система, она всегда почти в одном и том же месте. Вся система связи и работы. И получается, что работая с этой системой, вы можете получать, ну, как бы более чисто канонический вид действия, там, чтобы документ имел там нужную форму, да, чтобы событие было скоррелировано с задачами теми, которые вы решали в прошлом. То есть как бы несколько такая динамическая линия управления, которая требуется для того, чтобы, предположим, вы могли бы, например, как бы исправить какие-то действия, которые вам нужно в прошлом исправить, да, и для этого не обязательно там торопиться их исправлять, ну, если для дела они вам нужны, например, и это не значит, что если некое проблемное событие возникло, то событие, например, требует мгновенной реакции. То есть, если вас это не очень касается, как бы в текущее время, можно всегда событие с точки зрения этой технологии оставить где-то там, значит, на контроле, например, у вас возникает время, берете, входите в структуру прошлого, начинаете исправлять. Значит, и получается, что в этом случае, ну, например, ну, в этот ряд, что ли, в этом случае вы можете исправлять события столько, сколько вы захотите. То есть здесь понятно, что всегда существует контроль прошлых событий. И, в принципе, с этой точки зрения, главное не допускать человеку каких-то там крайне негативных событий, а все как бы периферические события всегда попадают в структуру обязательного контроля. То есть вы всегда можете исправить структуру событий, которые произошли. Ну, можно, в принципе, всегда исправить любую систему событий, но лучше не допускать, это первое свойство. Но бывают периферические события, которые, ну, все равно, так или иначе, они у человека проявляются, либо он не обращает внимания, либо он не считает, что это для него проблема. А когда начинается ну, некое проблемное свойство этого события, то часто все равно приходится исправлять именно корневой, то есть начальный уровень событий, из чего вообще все произошло.
тогда получается, что человек вынужден работать все-таки с информацией прошлого. Он исправляет первичный импульс в том числе, хотя там могут быть уже и следствия. А нам-то, как управленцам, нам нужно исправлять не просто там в социальном уровне, нам нужно еще уметь исправлять в структуре или там, не обязательно в социальном, в любом другом уровне, а в структуре реальных событий. То есть реально управленец должен исправлять информацию по существу, он должен исправлять ее в прошлом. То есть, например, рассмотреть структуру прошлого и сделать так, ну, например, одно из свойств может сделать, что событие, например, не произошло, да, в прошлом. Что тогда, сейчас? Значит, как это влияет? И так далее. То есть, если, кстати, вот ну, как бы одна из тем управления сделать, что событие не произошло, то тогда, в принципе, управление как бы облегчается. То есть получается, что вы можете видеть, что как бы весовые некие такие, ну что ли, ну как бы функции управляющие события текущего, они становятся менее, скажем, такие устойчивые, то есть негативный спектр уменьшает события. И чтобы сделать, чтобы ну, это управление, что событие не произошло, тогда получается, что мы можем это делать по-разному, включая там любые системы управления применять. То есть можно, например, ну, как бы постараться выйти в управление таким образом, что значит, обычными системами управления рассмотреть вообще связи этого события начальные, когда оно еще не происходило, рассмотреть периферические системы связи, рассмотреть, ну, в комплексе, как обычно анализ ситуации делается, и потом уже исключить события, например, и вы, кстати, увидите, что тогда есть определенные, ну, достаточно долгосрочные системы, значит, ну, будущего, да, которые начинают быть более устойчивыми. То есть умение управлять прошлыми событиями делает будущее более устойчивым. Это как бы больше как логическая связь выглядит. Потому что, например, сказать, что события были, ну, как бы, ну, если можно сказать, что они, например, были как-то негативны, и они на что-то повлияли, но ведь текущая ситуация такая, что все равно существует некая там позиция, и ею надо заниматься с точки зрения будущих событий, а вот с точки зрения именно механического уровня там, управления, то есть управленцу не обязательно что делать социально, там, звонить и так далее куда-то, то есть предпринимать какие-то действия физического плана, а часто можно выправлять ситуацию полностью, то есть и убирать информацию, вводить, например, новую, то есть работать просто на управлении, очищать структуру прошлых событий, то есть и выравнивать, соответственно, будущее. Кстати, в этой технологии, ну, например, есть как бы такой принцип, что здесь важно очень четко видеть детали, как вы занимаетесь управлением. Вот технология очень быстро развивается и пользу много может принести, если человек видит четко постоянную связь управления в прошлом с тем, что происходит в среде или текущего, или будущего времени. И вот здесь основная вот структура данного метода. Нужно управлять больше прошлым в духовном плане, где есть информация физического тела, сознания, а вот контролировать лучше всегда душой. То есть, хотя несколько необычно, информация физического тела больше, ну, в текущем времени проявляется. Но вот в управлении прошлым, чтобы синхронизация была управление как бы выше, ведь в прошлом физическое тело тоже человека было. Вот как, например, Бог управляет там бесконечно прошлым. То есть он распространяет информацию физического тела на все процессы временные. То есть информация физического тела для прошлого — это как бы введенная вами информация. Вам нужно физическое тело, элемент сознания, который соответствует всему физическому телу, вводить в структуру прошлого, тогда управление прошлым будет более устойчивым. И вот один из законов корректности управления, если вы вводите информацию о своем физическом теле в структуру прошлых событий, надо, во-первых, четко видеть на таком же расстоянии физическое тело в будущем, а во-вторых, здесь элементом управления, как таковым элементом управления является то, что информация физического тела, души, в общем-то, на определенном уровне там, познания, где вот вы видите глубину души в прошлом, например, да, потом духа, это все интегрированная величина. То есть
Ну, например, если рассмотреть такой процесс, как вот информация Бога воспринимается, например, людьми в действии Бога. Ну, например, это может быть там восприниматься как информация света, предположим, значит, как информация просто знания и так далее. Значит, как информация физического тела, просто ну, в виде человека, здесь воспринимается, получается, что в большей степени физическим зрением человека. То есть информация как бы соответствия, как бы с точки зрения соответствующих, что ли, органов восприятия. И здесь, когда мы в структуру прошлого выходим, там другой ракурс, соответственно, естественного работы, потому что мы же находимся, как, ну, вводим понятие времени, да, например, и находимся во временной системе. А прошлое это, ну, как бы спектр событий, поэтому там вот видоизмененность, что ли, должна быть в элементах восприятия такая же, как если бы мы, ну, там, рассматривали где-то информацию, скажем так, в отдаленном, по крайней мере, будущем, то есть где видоизмененность может быть различная. В отдаленном будущем, например, разные системы, и имеется в виду видоизмененность, то есть как бы адаптированность функции восприятия сознания. Вот если, смотря как ракурс сознания расположить в оптике, так и будет идти забор информации, как бы восприятие, так и будет совершаться управление. И вот здесь можно очень четко увидеть, что сознание здесь можно расположить многоракурсово и всегда спокойно менять структуру. То есть практически прийти к тому, что по сути, во-первых, каких-либо неожиданных ситуаций быть не может для человека, если это познание системы связи. То есть информация, можно четко увидеть, где прогнозные характеристики попадают на человеческую как бы систему восприятия. Работая с этой информацией, всегда понятно, что человек на самом деле всегда информацию будущего имеет на каком-то уровне восприятия. Просто нужно ему либо на это реагировать, либо не реагировать. Да? Если он считает, что это сложно, или там для чего-то ему нужно эту информацию сохранить, как правило, душа для чего-то сохраняет информацию, чтобы выявить, если она там не очень там, радикально проблемная для человека, там, нет особых как бы проблем, то, как правило, это задача души что-то проявить, что-то выявить. Да? Ведь мир — это система проявлений. И получается, что даже делая управление на оптимизацию, вы можете, ну, может быть, не со всем статусом событий, но с каким-то умершим статусом события все-таки сталкиваться. Для чего-то вам нужно знать какой-то критерий действия. Возможно, это более отдаленные события в меньшей форме проявлены. То есть, если их, например, сейчас учесть, то в будущем не будет, например, там какого-то более проблемного события. Как правило, вот здесь надо присматриваться, почему какие-то признаки события проявляются. И если они проявляются, то само действие по нормированию — это уже хорошее действие, все равно вы минимизируете. И, кстати, если вы заметили некий негативный статус возможных событий, то, как правило, событие не происходит вот именно в том негативном плане. Оно может быть около или более обобщенного порядка, но вы, по крайней мере, уже защищены. И получается, что знание, да, это и есть защита. Если мы переходим в структуру этой логики процесса, то получается, что есть тогда текущее время? Это сконструированное знание, которое позволяет нам ориентироваться вот в системе мира, да, информативного как бы мира. И получается, что максимальная проекция этих знаний находится в текущее время определена как координата максимального уровня знания, соответствующего данному моменту. Ну, абстрагируемся от понятий там пространства, времени и, например, зададимся вопросом: Бог захотел человеку дать систему ориентации в этом мире. Что он должен был сделать? Он должен был дать некие там какие-то островки, которые бы его вели правильно, ну, то есть какую-то концентрацию информации, где есть максимум информации для реакции на текущую среду или управления средой. А вот это и есть текущее время, то есть как задача Бога, да? И получается, что исходя из этого мы можем из текущего времени выводить любую структуру управления фактически, ну, как бы наиболее, что ли, прямые системы действия, наиболее быстрые системы управления, которые на самом деле наиболее концентрированы, получается, в этой задаче, именно в этом методе. Потому что тогда, с этой точки зрения, мы любой массив прошлого можем тогда сдвинуть в структуру управления будущими событиями. И тогда получается, что мы уже находимся в постоянном контроле за будущими событиями, нам тогда, собственно говоря, тогда уже не нужно обращаться к прошлому.
Вот задача ведь управления каким-то массивом, она для того, чтобы, ну, собственно говоря, получить все-таки события будущего в любом случае. Просто заниматься прошлым, а то, что там есть, например, там лишнее дополнительное время, ну, это по желанию людей, но это не дает на самом деле эффекта, видимо, как таковое там рассматривать и что-то делать с точки зрения логики, потому что все равно все идет через структуру макроспасения, все равно все ставится на структуру необходимости действия, именно для макроспасения. То есть, если просто поставить задачу, там, исправить там какой-то плакат в прошлом, да, ну, такую условную задачу, то, во-первых, вообще говоря, видимо, при большом ресурсе, если тем более связать с макроспасением, то это, конечно, можно действие производить, но как бы если не связывать, то действия никакого может, в общем-то, особенного не происходить. Что, если исправить плакат, ну там, надпись какую-то? Значит, надо проконтролировать, что в будущем, то есть в текущем времени, надпись будет видоизмененная, да, например. Но если вы фиксируете в текущем времени этот плакат, ну а что он дает вот для конкретных людей? Если это самолет, там, это здесь жизнь людей, да, тогда понятно, что это можно менять. А вот плакат, как его система макроспасения связать? И здесь, если, например, все-таки вы находите какой-то ресурс и связываете, тогда, в принципе, можно влиять как бы в реальном времени на текущую величину. Но вот эта координата наиболее эффективно проходит для уже ну, такой практики, как, например, там, лечения заболеваний, потому что получается, что здесь ну, реализовывается такой принцип для организма человека, что организм человека может, например, там, мгновенно быть здоровым. И поэтому, например, такого типа управления в реальном времени, оно никак не выходит за пределы там, ну, как бы логики в коллективном сознании. А вот смена какого-то другого фактора, это уже более длительный момент. И получается, что вот именно в коллективном сознании есть два фактора управления через структуру прошлого. Для человека, для его здоровья, да, чтобы он жил там именно вечно, счастливый, был здоровым, можно делать мгновенное управление через любые массивы прошлого. И это будет допустимо. То есть в коллективном сознании эта ниша существует, и ее не надо специально отрабатывать. А как бы вот любые другие действия на какие-то механические вещи, логические, которые жестко зафиксированы, вот здесь уже требуется входить в специальную среду управления, которую, ну, можно назвать так, что технология познания как бы души человека, именно та технология, которую дал Бог. То есть самопознание человека, но познание именно собственной души человека. Вот здесь вот важно выделить эту систему, и тогда управление прошлым, как только понятно душе, одной душе, да, например, именно, ну, скажем, человек управляет, и он понял душой, причем таким как бы уровнем, ну, скажем, той части души, которая как бы характерна, значит, во всеобщем действии всех людей. То есть у души есть уровень, ну, скажем так, логически понятный у человека, то есть приближенный к телу человека, а есть уровень больше светооптический, где человек воспринимает как макродействие души. И вот когда он понимает этот процесс душой, а значит перевод дальше это на уровне духа, логики там, то достаточно понимать душой, и вы совершаете управление прошлым, потому что в душе на самом деле, так же как действует Бог, там нет разделения событий там, на прошлое, будущее, там есть, например, там есть задача всеобщего счастливого развития, и в большей степени проявлена вот эта задача. То есть душа работает как структура реализации задачи человека. И получается, что по аналогии с тем, как делает Бог, если мы хотим, например, получить ну, там, какое-то мгновенное действие, чтобы оно было позитивным для всех, мы должны какие-то действия рассматривать с точки зрения того, что вот может происходить у людей. Ну, именно тех, которым нужно помочь, или просто что вообще в реальности может происходить. То есть почему происходят какие-то признаки событий, ну, которые нужно выравнивать, но которые можно, в принципе, их не допустить управлением. Но тогда, значит,
есть критерий такой, что мы не должны допускать события, ну, как совершенно четко, аксиоматично ясно, какие-то там самые проблемные, а любой другой спектр событий, получается, что здесь уже есть выбор, да? Либо допускать, либо не допускать. Там, является ли событие неким там обучающим для вас или для других людей, или там не является. Вот. И с этой точки зрения, ну, представить можно так, что прошлое — это много досок, там, ну, как классов там, в школе, и мелом написаны некие там правила, да, ну, условно так. И получается, что здесь задача такая, значит, либо мы считаем, что какую-то доску можно стереть, она, например, в данный момент не нужна, там, ну, и так нам все ясно, или нам надо что-то сверху дописать, или какую-то надо оставить, там, если есть место. И получается, что, исходя из этого, логика только в выборе, то есть в свободе выбора человека, либо он допускает, ну, именно те события, которые нельзя назвать, что они там какие-то слишком уж отрицательные, но он понимает, что он должен понимать, в принципе, что где-то он допустил события. То есть на каком-то уровне человек должен все равно понимать, почему именно он допустил какое-то событие там, ну, там, в своих, что ли, системах управления. У себя лично или вообще где-то даже. То есть почему он не предпринял, там, имея там, ресурс управления, почему человек, например, ну, как бы не смог там, или не то, что не смог, а как вот получилось, что какое-то событие, тем не менее, произошло, да, ну, например, негативное. И вот здесь вот с этой точки зрения именно управление прошлым, анализ ситуации с точки зрения прошлого, он должен быть, кстати, очень быстрым. Чтобы правильно проанализировать и получить результат по управлению будущими событиями, здесь желательно делать анализ достаточно быстро. То есть мгновенно получить информацию о том, на уровне, причем стратегического, как бы, отдаленного развития души в будущее, в далекое будущее, получить информацию и делать управление на уровне души. И уже свершив управление, получать на логическом уровне как бы статус событий. То есть сначала, получается, события видоизменить к лучшему, а потом получить информацию логического типа. Значит, это вот такое своеобразное действие, которое, ну, там, в индийской философии означает как бы структуру отсутствия действий. То есть вы успеваете настолько быстро преобразовать реальность прошлого, что, возвращаясь к ней, действия вообще не нужно никакого предпринимать. То есть все движется как бы само по себе. Но вы должны понимать, что вы работаете, вы должны видеть свой механизм работы. И вот когда вы начинаете это видеть, то вот тогда, кстати, контролируемость организма становится практически у людей полной, и он четко понимает, что понятие там заболевания его уже, в принципе, может не касаться такое понятие, он может вовремя там, ну, лишь бы он себе там время уделил дополнительно, если нужно, он может вовремя там оздоровиться, он может, в принципе, какие-то особые, если они там, возможно, радикально проблемные события, то заранее применить ресурс и их быстро, значит, ну, снивелировать. Причем здесь очень четко можно видеть, что чем быстрее вы делаете и чем правильнее или там точнее, тем лучше для всего общества. Вот нет такого понятия, что ну, как бы что-то где-то остается. На самом деле это же просто мастерство, опыт. И вы сделали управление, получили по законам распределения информации в мире, именно созидательным законам. Информация попадает сразу всем людям на уровне коллективного сознания. Кто-то имеет прямой доступ, где-то она попадает там, безусловно, на уровне там, значит, естественной информации. И получается, что просто вы набираете опыт в решении ситуации. Если, например, рассмотреть, как развивается, например, в действии Бог в этом случае, вот у него есть какое-то событие. Но он же ведь следующие события реализовывает все равно сам. То есть вот у Бога понятие такого, что вот, ну, есть некая проблема, вот он, например, ее решил, то как вот статус информации, где он находится, вот, ну, например, здесь четко можно проследить, что ну, там не существует такого вот явления, что при лечении какого-то заболевания, значит, методами управления, да, за счет там сознания человека, что якобы могут быть для человека какие-то более, ну, напряженные, что ли, ситуации. Потому что здесь по структуре анализа структуры прошлого видно, что, приобретая опыт, он, наоборот, преодолевает ситуацию. Если он, ну, некую тяжесть испытывает иногда, то
это значит в меньшей степени. То есть это значит, у него в структуре событий было заложено развитие некой ситуации сложной. Хорошо, что он успел там проуправлять и решить какую-то, вылечить, например, кого-то. Он приходит к следующей ситуации уже более подготовленной. И получается, вот здесь есть такой уровень опережающего мастерства. У каждого человека это совершенно четко развито. Вот так же, как у каждого человека есть там руки, ноги, скажем, физические, да, органы чувств и так далее, то же самое есть в структуре развития души именно человека на уровне управления событиями фактически там уже и прошлого, и будущего, интегрированного такого варианта, что всегда есть линия опережающего действия, где человек применяет всю совокупность мастерства, которая у него там накоплена, и поэтому чем больше он помогает, тем больше он вкладывает как бы в эту копилку неких там профилирующих действий, некого уровня там сверхуправления там и так далее. Поэтому получается, что такого понять, что человек, если решает сложные проблемы, то ему от этого может быть сложнее. Там, на самом деле, вот в данном методе видно, что этого, вообще говоря, нет. Если проанализировать это с точки зрения там, массивов информации, объемов и так далее. И получается, что управление прошлым, в данном случае там, временем прошлого, там, информацией прошлого, это структура, которая, как обычный массив информации, может быть использована как система управления чем-то через информацию прошлого. Можно управлять импульсом, там, сигналом, а можно управлять прошлым. Там, взять прошлое, там, ввести в какой-то массив, в сферу. Это же тоже масса информации. И можно, используя эту массу, просто управлять будущим событием. То есть вообще, может быть, даже не анализируя структуру прошлого как таковой. Вот вы когда управляете, вы управляете часто через какое-то пространство управления. Получается, что чтобы пространство работало, скажем, либо ваш лично надо импульс, либо какие-то промежуточные звенья. Строите там светооптическую модель. Так вот, элементом этой модели может быть вся информация прошлого или какая-то сегментарная информация прошлого. И в чем здесь преимущество, что информация прошлого работает иногда просто как часы, работает всегда по одному и тому же механизму. Вот есть очень много информативных систем прошлого, там, например, растет там растение возле камня. Простая модель, да, там, медленно растет возле камня одной формы, где-нибудь там в скалистом ущелье. И если эту информацию брать и вставить в структуру любых там событий будущего, то форма и функция с точки зрения логики всегда одна и та же. Растет растение и растет. Вот абстрагированный смысл этой информации в том, что как некая канонизированная среда, которая в принципе работает как универсальный модуль какой-то. Информацию прошлого мы знаем, как она выглядит. Это и есть универсальный модуль. Понятие некого абстрактного универсального модуля, который помогает определять устойчивость развития информации. Потому что когда человек работает с системой будущего, там много динамических процессов, и получается, что чтобы быть устойчивым, нужно какие-то точки создавать, которые являются понятными, приемлемыми точками, которые он знает, да, как они выглядят. И вот одна из технологий управления через прошлое, так скажем, через информацию прошлого, это просто выделить, либо взять всю информацию прошлого, потом смотреть, какие идут светооптические линии на управление вашими событиями, просто их двигать немножко и все. И события начинают улучшаться. Причем здесь, кстати, это очень явно видно, буквально как там, в замедленном варианте кинофильма. Значит, здесь даже нет особой динамики. Технология, как сказал, простая. Берется прошлое, переносит структуру будущих событий и ответвление. Это же тоже какая-то масса информации. И она как-то действует на события. Здесь главное просто регулировать. То есть вы используете как бы, вес увеличиваете информации как некий рычаг светооптический. Вам не нужно дополнительного ресурса. И следующий элемент, берете несколько блоков известных явлений, там, как я привел пример, там камень растет растение, любые. Там взяли, запомнили велосипед, например. Где-то он стоит, и просто абстрактно велосипед, в прошлом запомнили. Он везде выглядит как велосипед, и аккумулирование этой информации вокруг этого как бы понятного уровня, да, вы строите управление, а дальше сам образ вам не нужен. Вы перевели, получили восприятие на уровне духа, и все, и закрепили устойчивость. Вы же знаете, что велосипед, он в прошлом всегда велосипед, его никак нельзя видоизменить. В чем преимущество этой системы, что
вы фиксируете, и вам нужен именно этот элемент, у вас нет задачи менять. Если менять, это уже следующая картина, это уже не этот сегмент прошлого. И получается, что мы здесь, кстати, этот метод очень сильно работает в противоопухолевых процессах, потому что именно там нужна устойчивая картина какого-то соседнего действия. То есть опухоль как устойчивый массив, и если мы вводим хотя бы пластину некой информации, которая является структурно жестким, например, там, структуру прошлого любая координата, которая запоминается, то эта система постепенно начинает расслаивать опухоль. Потому что опухоль все-таки приходится опухоли развиваться, а система-то статичная, как элемент вашего сознания, и поэтому идет расслоение. Здесь дальше задача только вывести, да, сегмент опухоли. Также, кстати, как противовирусная система очень мощно работает, что вирус всегда динамическая система, и если мы фиксируем структуру прошлого, хотя в виде отдельных пластин на пути вируса в 2-3 ставим, вирус можно обрушить полностью во всем организме. То есть он станет нежизнеспособным. Да? Получается, что на самом деле в этой технологии видно, что лечение даже системных вирусологических заболеваний несложная часто вещь. Достаточно в генную систему как бы ввести запоминание, как вирус обрушится, и он моментально исчезает часто. Буквально там считанные там, минуты иногда. Значит, поэтому бывает, что сложные процессы вирусологические там максимум в полчаса и полностью исчезают, даже те, которые, казалось, там считаются неизлечимыми и так далее. Поэтому получается, что вот эта система технологически, если ее вот там прощупать и понять на уровне работы души, она очень эффективна, правда, не в плане там просто прошлого, а в плане там использования статичных моделей, как фиксаторов устойчивости работы. Ведь в работе с информацией часто требуется определение некой устойчивости, некой понятности. Что информация — это некие массивы, которые постоянно движутся, и что вот, как их там ловить, для тех, кто начинает практиковать, это часто процесс достаточно, может быть, усложненный, иногда даже сложный, если человек начинает только ориентироваться в информации. Поэтому вот эти статичные системы, они чем и просты, что они создают устойчивость, именно структуру духовной устойчивости. И что здесь самое важное, можно вот рассмотреть в анализе этой ситуации, что нам дальше объект не нужен, нам не нужен этот образ велосипеда, потому что он отвлекает. Мы просто на уровне духа знаем, что здесь была устойчивая фаза. А дальше она сама нам не нужна. То есть образ выплывает как бы, да? Он исчезает из восприятия, что он не нужен. Мы устойчивости добились в будущем. Как опорной точкой управления стали использовать. Зачем нам теперь велосипед? Мы просто видим, где он находился, где была информация о нем. Это и есть точка устойчивости. Тогда понятно, почему, да, Бог создал в будущем определенный, что ли, уровень мира, что будущее не содержит объектов реальности. С точки зрения логики, там, час вперед мы можем считать, что там, логически мы спокойно развиваемся, все, в любом случае бесконечное будущее существует, но получается, что мы можем сказать о текущем времени, и получается, что с этой точки зрения, по этой технологии понятно, что зачем в будущем держать объекты. Нам нужна устойчивость сейчас. Текущее время — это есть выражение устойчивости там, души, духа, сознания, коллективного уровня управления. И получается, что вот эти вот, некие там сконцентрированные, что ли, пластины устойчивости — это есть текущие проявления реальности. То есть в логике, что ли, пространственно-временной, как, например, массивы, да, времени, считать, если что прошлое — это некая масса времени, информации, то текущее время — это достаточно четкое проявление или там концентрация всех этих пластин, событий, так скажем. Они выглядят, кстати, в этом случае как пластины именно. Не формы там какие-то иные, а вот именно как в виде пластин. И как бы с этой точки зрения, если мы рассмотрим понятие там, есть животный мир, и, например, там рассмотрим такое понятие, как чешуя рыбы в виде пластин, то там идет сопротивление при большой массе событий. И можно анализировать, почему именно так, и как тогда, в каком интервале времени воспринимает, например, рыба движение. То есть она более сконцентрирована, значит, у нее более проблемная структура будущих событий получается в ее восприятии. И так далее. То есть получается, что мы можем, исходя из этого, строить анализ там, действительности, да, например, смотреть, какие объемы управления там, наиболее нам нужны, что мы можем делать для выводов,
каких-то. И здесь мы можем изучить будущее достаточно четко, потому что как только мы понимаем, что объект начинает уплывать при его фиксации, да, то следующая позиция становится понятной. Это, кстати, мощная прогностическая система. Вот постарайтесь зафиксировать объект, перевести в будущее, и потом он начинает как бы рассасываться, то есть он не нужен больше, вы фазу устойчивости создали. А дальше начинается уже именно прогнозная фаза. А прогнозная становится очень понятной и, кстати, очень управляемой. И поэтому вот это и есть управление через прошлое. Значит, за счет именно создания устойчивой фазы управления. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.